Глава 1321. Неожиданная проблема. Хань Ли был только на ранней стадии божественной трансформации, и все это время только притворялся слабым, поэтому его слова, естественно, стали неожиданностью для всех. Даже человек в пурпурной мантии, обычно равнодушный к происходящему, повернулся к Хань Ли с оттенком удивления на лице. Холодный свет вспыхнул в глазах человека с острыми бровями. «А ты смелый». Прошло несколько сотен лет с тех пор, как я последний раз встречал кого-то, кто осмелился говорить со мной в таком тоне, несмотря на то, что у него был низкий уровень культивации. В этом случае нам не придется сдерживаться в битве за духовную землю через 3 дня. Угрожающим голосом сказал он. Я обязательно приму ваш вызов, когда придет время. А сейчас мне пора. В ответ Хань Ли дал небрежный ответ, а затем слегка поклонился человеку в пурпурной одежде и ушел от 2-го этажа. Человек с острыми бровями посмотрел на уходящую фигуру Хань Ли с мрачным выражением на лице. Вскоре после этого толстяк и человек с острыми бровями появились в воздухе высоко над небесным нефритовым павильоном, обсуждая что-то с помощью передачи голоса. «Брат Сянь, зачем тебе та духовная земля, за которую ты сражаешься? Ты не мог раскрыть эту информацию там, но ты можешь сказать мне сейчас, верно?» С доброжелательной улыбкой спросил толстяк. Я уже говорил об этом ранее, это действительно для того, чтобы культивировать секретную технику, которая требует смены пещерной резиденции. В противном случае, зачем мне изо всех сил искать место с такой редкой духовной ци? Слегка вздохнув, ответил человек с острыми бровями. Толстяк усмехнулся с недоверчивым выражением лица. Человек с острыми бровями, казалось, смирился с реакцией своего друга, и если ты мне не веришь, ничего не могу с этим поделать. Пусть так. Неважно, какая у тебя цель, должны быть какие-то обстоятельства, которые заставляют тебя не раскрывать свои цели. Ты действительно планируешь не сдерживаться в битве против этого брата Ханя? Толстяк внезапно сменил тему. Почему ты спрашиваешь? Неужели ты с ним как-то связан, брат Цзин? Человек с острыми бровями был весьма недоволен, услышав этот вопрос. Откуда я могу знать его? Я просто хотел сказать, что он только недавно вознесся в город высшего неба, предостерег его толстяк. Недавно вознесенный культиватор. Ну и что? Новый культиватор возносится в наш город высшего неба в 2 или 3 года. Думаешь, я проиграю культиватору на ранней стадии божественной трансформации, брат Цзин? Мне стало интересно, почему этот человек осмеливался быть таким высокомерным. Он, должно быть, доминировал в каком-то низшем мире, откуда он пришел, и он сохранил это дерзкое поведение вплоть в мире духов. Человек с острыми бровями холодно рассмеялся в ответ. Ха-ха, уровень культивации этого человека, естественно, совсем не заслуживает внимания. С твоими способностями, даже я не осмелюсь сказать, что смогу победить тебя. Независимо от того, насколько могущественен культиватор на ранней стадии божественной трансформации, он тем более не сможет тебя победить. Даже я тебе не соперник. Однако вознесенные культиваторы в нашем городе заботятся друг о друге, так что просто преподай ему урок, а не убивай. В противном случае, даже если твой покровитель старейшина Мин, у тебя могут возникнуть проблемы, и если эти парни узнают, что ты убил одного из них, совершенно искренне предостерег его толстяк. Этот человек был слишком высокомерен, поэтому я, естественно, преподам ему хороший урок. Что касается того, действительно ли я заберу его жизнь, мы это узнаем, когда начнется битва. Холодный свет вспыхнул в глазах мужчины. Хорошо, в таком случае, мне больше нечего сказать. Через 3 дня я также должен пойти и сразиться с этими 4 парнями. Я даже не знаю, смогу ли я выиграть свою битву. На лице толстяка появилось обеспокоенное выражение. Ты слишком скромный, брат Цзин. Я слышал, что ты недавно получил первозданное сокровище, обладающее невероятными способностями, и оно не менее мощно, чем духовное сокровище. Своеобразная улыбка появилась на лице мужчины. Толстяк изменился в лице от услышанного, но затем быстро пришел в себя. Не думал, что ты уже слышал об этом, брат Вен. Действительно недавно я получил довольно мощное сокровище, но сказать, что оно столь же мощное, как духовное сокровище, это смелое преувеличение. Толстяк махнул руками в ответ. Да неужели? На лице мужчины появился намек на улыбку. После этого они разговаривали еще какое-то время, продолжая скрывать свои истинные мотивы, а затем толстяк удалился в виде полоски красного света. Человек по фамилии Вен посмотрел на него с мрачным выражением лица и холодно зарычал. Он пытается разозлить меня и настроить против этих вознесенных культиваторов. Какой коварный план. Этот человек слишком хорошо тебя знает и уже начинает подозревать тебя, так что с этого момента тебе следует быть более осторожным. Ему не о чем беспокоиться, но его дедушка, это тот, с кем даже я бы не посмел столкнулся, внезапно над ним раздался голос другого человека.
Затем рядом с ним вспыхнул духовный свет, и появился зеленый нефритовый змей длиной около фута. Человек сразу же почтительно поклонился зеленому змею, сказав: «Не беспокойся, мастер. Как только я получу духовную землю, я сразу же полностью закрою ее. Пока этот толстяк не знает ничего конкретного, он ничего не сможет сделать. Я верю, что ты хорошо сделаешь свою работу. Это довольно важный вопрос, и если бы не тот факт, что я нахожусь на критическом этапе закаливания своего духовного сокровища, я бы точно не стал отправлять с тобой свое воплощение. Надеюсь, что ты не разочаруешь меня», — змей кивнул в ответ. «Будьте уверены, я не разочарую вас, мастер», — поклялся мужчина, и на его лице вдруг появилось нерешительное выражение. «Но, мастер, вы уверены, что информация, которой мы располагаем, точна? Духовная ци там действительно довольно скудная, как может быть, чтобы этот человек скончался там? Конечно, мы не совсем уверены, но, зная личность этого человека, мы должны попробовать, если есть хотя бы малейший шанс. Если это правда, тогда мы сможем получить сокровища этого человека, и в этом случае не только мне не придется беспокоиться о предстоящей трансцендентной трибуляции, но вполне возможно, что ты также сможешь достичь стадии пространственного закаливания. Следовательно, поражение для нас — непозволительная роскошь. Если противник действительно окажется довольно проблематичным, то тебе не нужно сдерживаться, просто убей его на месте. Последствия могут быть немного неприятными, но это ничто по сравнению с сокровищами этого человека и искусством культивации. Голос змея внезапно стал холодным. Услышав это, сердце человека дрогнуло, но он сразу же ответил: «Я понимаю, мастер. У всех вознесенных культиваторов есть свои козыри в рукавах, поэтому тебе стоит сохранять бдительность. Даже если этот человек находится только на ранней стадии божественной трансформации, я на всякий случай одолжу тебе свой колокол 1000 душ. У меня есть еще 3 дня, чтобы закончить его, и этого будет достаточно, чтобы ты временно смог использовать это сокровище. С этим сокровищем твоя победа будет гарантирована». После этого змей открыл рот и выплюнул шарик инской ци. Внутри шара инской ци виднелся черный колокольчик размером около дюйма, на поверхности которого мерцали руны. Человек пришел в восторг от этого и поспешно произнес слова благодарности змею. Затем он, взмахнув рукавом, приманил себе колокольчик во вспышке синего света. После этого змей дал ему еще несколько инструкций и исчез в другом рукаве. Только тогда человек развернулся и полетел в другом направлении в виде полоски синего света. Хань Ли, естественно, не обращал внимания на эти обмены, и при этом он не мог предположить, что кто-то действительно намеревался убить его. После ухода из небесного нефритового павильона он не стал сразу возвращаться во дворец духовных полетов. Вместо этого он пролетел более полдня в соответствии с указаниями на карте, разглядывая город вдалеке с задумчивым выражением на лице. Если подумать, правильнее было называть это место государством Тяньюань, а не городом высшего неба. Область, которой управляет этот город, была сопоставима с маленьким государством в мире людей. Тем не менее, город высшего неба на самом деле не был таким уж обширным, его площадь составляла всего несколько десятков тысяч квадратных километров, и он был закрыт огромными городскими воротами. Сам город имел трапециевидную форму с городскими воротами спереди и сзади, в то время как густой туман от массивных бессмертных формаций заслонял оставшиеся 2 стороны. Даже существа истинного духа не смогут пробиться сквозь туман. Стена, обращенная к первозданному миру, была самой узкой, ее длина составляла менее 100 километров, однако сторожевые башни с вырезанными на них рунами простирались на несколько десятков тысяч футов в небо, поражая зрителя чувством страха и благоговения. За этой массивной стеной было множество патрулей людей и демонов, охраняющих этот район днем и ночью, и все типы ограничительных формаций также были постоянно активированы. В пределах городской стены в городе постоянно находилась армия из более чем 1 миллион человек и демонов. Такие дотошные защитные меры гарантировали, что город высшего неба никогда не был успешно захвачен иностранными расами со дня его основания. Для сравнения, городская стена с другой стороны была далеко не такой внушительной и хорошо охраняемой. Тем не менее, она простиралась на более чем 500 километров, и у множества людей и демонов был доступ к ней из 3 регионов и 7 территорий. Большинство из этих существ планировали отправиться в приключения в первозданном мире, в то время как остальные собирались покупать и продавать вещи в городе высшего неба. Таким образом, город был чрезвычайно оживленным и шумным местом. За пределами границ города высшего неба было огромное количество горных цепей и случайные небольшие поселения смертных. Однако культиваторов там точно не было. С одной стороны, эти смертные поселения обеспечивали город высшего неба необходимыми материалами, а с другой стороны, они обеспечивали постоянный запас низкоранговых культиваторов и воинов-усовершенствователей тела.
Конечно, в областях, отведенных для расы демонов, было также множество диких зверей и низкоранговых демонических зверей, что обеспечивало пополнение демонов в городе. Люди и демоны были вынуждены объединить свои силы для охраны города высшего неба в мире духов, но неизбежной истиной было то, что две расы не видели друг друга. Таким образом, чтобы предотвратить межрасовые конфликты, весь город был разделен пополам с помощью массивного светового барьера, и каждая раса управляла одной половиной города. Область за городом представляла из себя ничейную землю, действующей в качестве границы, в то время как каждая раса управляла половиной этой земли. Единственное место, где могли сосуществовать люди и демоны, была башня старейшин в центре города. Эта башня была не только в несколько раз толще других массивных башен, но и на ней были собраны самые могущественные существа в городе. Среди них было около десятка старейшин стадии интеграции из обеих рас, которые принимали решения по важным вопросам. Таким образом, эта башня выглядела чрезвычайно загадочной в глазах жителей города. Глава 1322. Леопардовый кирин. Место, где находился Хань Ли, находилось в 10 километрах от башни старейшин. Он посмотрел на огромную лазурную каменную башню, простиравшуюся до облаков, и его глаза сверкали созерцательным светом. По его сведениям, в башне старейшин всегда находился минимум один старейшина стадии интеграции тела от демонов и людей, и это было довольно обескураживающее понятие для Хань Ли. Если вспомнить мир людей, то там даже культиваторы божественной трансформации были чрезвычайно загадочными, и с ними было практически невозможно столкнуться. Однако здесь, в городе высшего неба, он был так близок даже к культиваторам стадии интеграции тела, что даже в будущем мог попросить их дать ему советы по культивации. Оказалось, что остаться здесь для очищения от тауры другого мира было хорошей идеей. Хань Ли парил в воздухе с задумчивым выражением лица. Естественно, он не думал о своей битве против человека с фамилией Вэн. В прошлом он сталкивался даже с культиватором стадии пространственного закаливания, так что это его не беспокоило. После долгого осмотра города Хань Ли полетел назад во дворец духовных полет в виде полоски лазурного света. Вернувшись в свою комнату, Хань Ли немедленно деактивировал ограничение, а затем пробрался в секретную комнату и сел, скрестив ноги, убедившись, что ничего не случилось. Несмотря на то, что он был довольно уверен в своей способности победить в предстоящей битве, он, естественно, все же собирался подготовиться. Однако до этого ему нужно было немного позаботиться кое о чем. По взмаху рукава на другой руке Хань Ли появился маленький серебряный браслет. Браслет выглядел чрезвычайно замысловатым, но в то же время чрезвычайно легким, что наводило на мысль о том, что это полый предмет. Это был не что иное, как браслет для хранения духовных зверей, который по своей природе был похож на обычные браслеты для хранения мира духов. Пространство внутри браслета было разделено на несколько отсеков, чтобы в нем можно было хранить разные виды духовных насекомых и духовных животных. После путешествия в гробницу заходящего солнца Хань Ли хранил в браслете всех своих духовных зверей, в том числе своих золотых прожорливых жуков и зверя плачущей души. Таким образом, он больше не использовал несколько сумок для хранения. Он провел рукой по браслету, и перед ним сразу же появился шар желтого света размером с кулак. Шар света быстро расширился, превратившись в маленького зверя размером с фут или около того, его тело было тесно связано лазурными веревками. Это был никто иной, как мутировавший леопардовый кирин, схваченный существами из клана духов в гробнице заходящего солнца. Проанализировав воспоминания Шияна, Хань Ли узнал, что, хотя этот маленький зверь, похоже, ничем не отличается от обычного леопарда, на самом деле в нем течет кровь киринов. Кроме того, это был мутировавший леопардовый кирин, поэтому он уже обладал силой, эквивалентной культиватору зарождающейся души, хотя еще не достиг полной зрелости. После того, как Хань Ли восстановил свою магическую силу, он, естественно, решил приручить зверя. Однако этот зверь был чрезвычайно диким и уже обладал определенной степенью интеллекта, и казалось, что он скорее умрет, чем подчинится Хань Ли. Таким образом, у Хань Ли не было иного выбора, кроме как положить его в сумку для хранения, пытаясь сломить его волю, заковав его в цепи. После нескольких десятилетий содержания под стражей маленький зверь, наконец, пришел в себя. Несколько дней назад духовный зверь послал ему сигнал из браслета, выражая желание подчиниться Хань Ли. Тем не менее, Хань Ли был занят подготовкой к трансцендентной трибуляции, а также к череде других событий, поэтому у него не было времени заняться этим вопросом. Теперь у него было 3 дня, в течение которых он мог приручить этого маленького зверя. Как только маленький зверь появился из сумки для хранения, он немедленно начал скулить, умоляющим взглядом глядя на Хань Ли. В сочетании с его маленьким кошачьим телом это выглядело умилительно. «Я собираюсь наложить ограничения на твое тело. Если ты примешь ограничения, я освобожу тебя от оков и также дам тебе кое-какое вознаграждение. В противном случае я запру тебя еще на 100 лет». Холодным тоном произнес Хань Ли.
Маленький зверь не был очень умным существом, но он прекрасно понимал слова Хань Ли. Его тело вздрогнуло от мысли о том, что он будет скован еще на 100 лет. Ему не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть в знак согласия. На лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он, взмахнув рукой, выпустил около дюжины тонких серебряных игл. Затем он поднял руку, и все серебряные иголки мгновенно исчезли в теле маленького зверя. Сразу после этого Хань Ли высвободил яркий красный талисман. Выплюнув на него сгусток крови, он зажал талисман между пальцами и осторожно помахал им в воздухе. Талисман превратился в нерассеивающийся сгусток крови. Затем Хань Ли начал что-то петь, похлопав себя по макушке. Во вспышке лазурного света из его головы появилась зарождающаяся душа размером в несколько дюймов, сидя на крышке миниатюрного котла. Как только появилась зарождающаяся душа, она открыла рот и выпустила шар зеленого света. В следующее мгновение к зеленому шару потянулся кровавый туман, и они быстро слились воедино, образуя шар зеленого и красного света. Затем зарождающаяся душа сделала печать заклинания руками и бросила несколько заклинаний в шар света. Внезапно шар света начал клубиться, превращаясь в призрачную голову размером с кулак со зловещими чертами на лице. Зарождающаяся душа указала на маленького зверя, после чего призрачная голова открыла рот и вонзилась в голову маленького зверя во вспышке лазурного света. Маленький зверь издал громкий крик и упал без сознания на землю, закатив глаза к затылку. В то же время слой зеленого и красного света начал беспорядочно вспыхивать по всему его телу. Глядя на это, на лице Хань Ли появилось довольное выражение, и он сделал хватательное движение в направлении маленького зверя. С приглушенным стуком лазурные оковы вокруг тела маленького зверя разорвались на куски и исчезли. Затем Хань Ли начал медитировать, больше не обращая внимания на маленького зверя. В оставшееся время Хань Ли находился в своей секретной камере, и 3 дня пролетели в мгновение ика. Утром 4-го дня сквозь ограничение за дверью пронеслась полоска света, направляясь к секретной камере, в которой находился Хань Ли. Однако, пролетев в дверь секретной камеры, слой белого света заблокировал полет полоски света. Затем она снова попыталась пролететь сквозь дверь, издавая звенящий звук. Внезапно вспыхнул лазурный свет, и из воздуха появился человекоподобная фигура, потянувшаяся к световой полоске. Это был никто иной, как Хань Ли, который 3 дня находился в уединении. На его плече сидел маленький леопард, и он без спешки погрузил свое духовное чувство в шар света в своей руке. Это был талисман передачи голоса, посланный небесным нефритовым павильоном о битве за духовную землю. Большой боевой зал, пробормотал про себя Хань Ли и потер руки, в результате чего шар белого света исчез. Затем он направился прямо к двери. 4 часа спустя Хань Ли парил в воздухе над открытой площадкой в огромном барьере белого света. За пределами светового барьера был здоровенный мужчина в костюме из золотых доспехов со шрамом на лице, с холодным выражением лица. Время шло медленно, и Хань Ли продолжал терпеливо ждать, чего нельзя сказать о человеке в золотых доспехах. Время от времени он смотрел на 7 палящих солнц в небе, словно считая, сколько времени прошло. Внезапно на расстоянии мелькнуло духовное сияние, после чего вспыхнула полоска синего света. Она появилась рядом со световым барьером, раскрыв силуэт культиватора. «Пожалуйста, прости меня, старший, я опоздал, потому что подготавливал сокровища». «Надеюсь, я не опоздал». Мужчина почтительно поклонился культиватору в доспехах с улыбкой на лице. Этот человек был никем иным, как человеком по фамилии Вэнь. Человек в доспехах холодно ответил: если бы ты пришел чуточку позже, я бы тебя дисквалифицировал. Тебе повезло, что ты сделал это в самый последний момент. Заходи сейчас же». Затем он сделал печать заклинания руками и приложил золотую печать к белому световому барьеру. Сразу после этого из барьера вырвался яркий духовный свет, после чего перед противником Хань Ли открылся проход шириной около 10 футов. «Спасибо, старший». Человек мгновенно выстрелил в световой барьер в виде полоски синего света. Взглянув на Хань Ли, на его лице появилась искривленная зловещая улыбка. «Значит, ты действительно пришел. Похоже, что смелости тебе не занимать. Подумать только, ты осмелился принять вызов, будучи обычным культиватором на ранней стадии божественной трансформации», зловещим голосом сказал человек. Хань Ли просто лениво улыбнулся, не удосужившись даже ответить ему. Человек сразу же пришел в ярость от этого, и намерение убить его сердце стало еще более ожесточенным. «Слушайте. В этой битве нет никаких правил или ограничений. Пока вы не выходите за пределы этого ограничения, битва будет продолжаться. Если вы не желаете сдаваться, то назад дороги нет. Если вы считаете, что не сможете справиться, тогда лучше отступить прямо сейчас. Мало кто погибал в битвах за духовные земли, но многие часто получают тяжелые ранения.
«Если ни у кого из вас нет возражений, тогда мы начинаем», — объявил одетый в броню культиватор. Хань Ли и его противник издалека смотрели друг на друга, и никто из них ничего не сказал. Человек в доспехах кивнул и громко заявил: «Начинайте». Хань Ли и его противник начали действовать в тот же момент. Перед лицом оппонента, к которому даже культиваторы поздней стадии божественной трансформации относились с уважением, Хань Ли, естественно, не собирался его недооценивать. По взмаху рукава он выпустил 72 маленьких меча, каждый из которых был около дюйма в длину. На фоне мерцающего золотого света они превратились в золотые цветы лотоса, кружившие вокруг тела Хань Ли. В то же время он открыл рот, выплюнув миниатюрный котел. Котел мгновенно увеличился в размерах до 10 футов, сияя ярким духовным светом. Это был не что иное, как небесный котел. Напротив, человек с острыми бровями сделал печать заклинания руками, и из его тела начали сходить пятна синего света. Хотя эти блики были размером с рисовые зерна, их было столько, что они окутали все его тело. Затем мужчина сделал хватательное движение, и над его рукой вспыхнул шарик пронзительного серебряного света, превратившись в мерцающее серебряное колесо. Колесо было размером с ладонь и напоминал древний артефакт. Было совершенно очевидно, что это необычный предмет. Серебряное колесо метнулось в воздух, превратившись в шар серебряного света. После череды срочных песнопений шар света начал резко раздуваться. Через несколько мгновений он превратился в массивный шар размером около 40 футов, зависший прямо над его головой, как серебряное солнце. Сделав все это, он посмотрел на Хань Ли, и выражение его лица невольно напряглось. 72 золотых летающих меча были не так уж страшны для него, но массивный лазурный котел, зависший над головой Хань Ли, заставил его сердце дрогнуть от удивления. Глава 1323. Колокол тысячи душ. Даже при том, что невозможно было определить ранг и способности сокровищ, основываясь только на внешнем виде котла, лампы и зеркала, можно было сделать вывод, что они обладали способностями, от которых было очень трудно защищаться. В частности, небесный котел создавал духовное давление, намного превышающее давление обычного сокровища, поэтому противник Хань Ли сразу же насторожился. У него появилось предчувствие, что эта битва не будет очень легкой. Поэтому он без колебаний предпринял первую атаку, надеясь перехватить инициативу. В то же время он сделал печать заклинания руками, и пятна синего света вокруг его тела отступили, превратившись в зернышки мерцающего голубого песка, поднявшиеся в небо. Затем эти песчинки начали размножаться с ошеломляющей скоростью, мгновенно скрыв все небо. Одновременно массивное серебряное колесо также исчезло в этом песчаном облаке. С грохотом песчаное облако обрушилось на Хань Ли, создавая звук, похожий на раскаты грома из бесчисленных частиц песка, падающих друг на друга. Хань Ли слегка прищурился при виде этого, но не стал предпринимать никаких действий. Золотые цветки лотоса закрутились вокруг него, блокируя приближающуюся атаку. Мелькая в воздухе, цветки лотоса начали спускать множество лучей света, благодаря которым они выглядели такими же грозными, как голубое песчаное облако. Как только песок вступил в контакт с цветами лотоса, последние мгновенно резко расширились до размера около 10 футов каждый, быстро вращаясь в небе. Их лепестки стали острые, как лезвие, насильно разрывая песчаное облако с грохотом. 72 золотых цветка лотоса сумели остановить надвигающуюся песчаную бурю. В глазах противника Хань Ли мелькнуло удивление, но затем он холодно усмехнулся, сделав другое заклинание. В песчаном облаке внезапно вспыхнул серебристый свет, и появилось массивное серебряное колесо, врезавшееся с огромной силой в один из золотых цветков лотоса. На лице противника Хань Ли появилась зловещая улыбка. Это металлическое разрушающее колесо было закалено с использованием редкого материала, полученного из первозданного мира, темного золотого песка. Скорость колеса была непревзойденной, а его разрушительная сила значительно превышала остроту обычных летающих мечей и клинков. С тех пор, как он изготовил это сокровище, оно помогло ему разрубить бесчисленное количество летающих мечей, выпущенные его врагами. Эти золотые летающие мечи выглядели довольно мощными, но у них не должно быть шансов против серебряного колеса. Свет серебряного колеса с лязгом столкнулся с золотым цветком лотоса. Два сокровища, казалось, были равны по силе. Культиватор изменился в лице при виде этого. Внезапно золотой цветок лотоса раскрыл свои лепестки, поймав в себя серебряное колесо. Серебряное колесо мучительно взвизгнуло и разбилось на бесчисленные кусочки, исчезнув в цветке лотоса. Прежде чем культиватор успел оправиться от шока, Хань Ли указал пальцем на нависающий перед ним огромный котел. Крышка мгновенно слетела с котла, после чего оттуда вырвалось бесчисленное количество лазурных лучей. Лазурные лучи пролетели мимо золотых цветков лотоса, замкнувшись на больших сгустках голубого песка в небе, начав затаскивать их в котел.
Хань Ли проделал все это со скоростью молнии, и когда его противник, наконец, пришел в себя, часть его голубого песка уже была запечатана в котле, и его связь с этими песчинками была полностью разорвана. «Духовные сокровища!» — воскликнул мужчина. Голубой песок и это металлическое разрушающее колесо были сокровищами, которые он лично усовершенствовал. Кроме духовных сокровищ, никакие другие сокровища не смогли бы принудительно забрать их у него. Теперь, когда их забрали, более столетия тяжелой культивации улетучились. Таким образом, он немедленно открыл рот, выплюнув сгусток крови размером с кулак. Он вытянул указательный палец и погрузил его в шарик с кровью, используя его в качестве чернил для надписи алой руны в воздухе. Затем он хлопнул рукой по руне, и та мгновенно исчезла в воздухе. Однако в следующее мгновение руна вновь появилась всего в 10 футах от Хань Ли, превратившись в огромную лазурную призрачную голову с парой острых рогов, и прыгнула в сторону Хань Ли. Оказалось, что он пытался использовать эту неожиданную атаку, чтобы заставить Хань Ли прекратить отбирать его сокровища с голубым песком и серебряными колесами. Хань Ли непрерывно делал печати заклинания, в то время как небесный котел ассимилировал голубой песок по его приказу. Призрачная голова, появившись, свирепо устремилась к нему, но Хань Ли, сохраняя спокойствие, внезапно открыл рот. Изо рта вырвалась дуга золотой молнии, ударив по призрачной голове с безошибочной точностью, превратив ее в облако лазурного дыма. Даже воплощение высшего демона не осмеливалось встретить в лоб атаку божественной дьявольской молнии, поэтому у этой призрачной головы, естественно, не было никаких шансов. Противник Хань Ли запнулся при виде этого. Затем ему пришла в голову мысль, и выражение его лица стало мрачным. К этому моменту лучи лазурного света из небесного котла уже поглотили половину голубого песка в небе. Холодно хмыкнув, противник Хань Ли нахмурил брови, а затем сделал странную печать заклинания. В то же время послышалось нечто похожее на буддийские песнопения, после чего он медленно указал пальцем в воздух перед собой. Голубые песчинки, запертые в жестокой битве с лазурным светом и золотыми цветками лотоса, внезапно стали совершенно неподвижными. Сразу после этого вспыхнул яркий духовный свет, и песчинки начали резко расширяться. В мгновение эти крошечные песчинки размером с рис превратились в синие камни размером с человеческую голову. Все они были полупрозрачными и сверкали ярким синим светом. Эти сверкающие, полупрозрачные камни сразу же обрушились сверху, замедлив свободно вращающиеся золотые цветки лотоса. Даже лучи лазурного света из небесного котла также потеряли способность затягивать эти тяжелые синие камни. Хань Ли запнулся при виде этого и сразу же перевел взгляд на своего противника. Он обнаружил, что все тело человека излучало яркий духовный свет, а его волосы безумно развивались, как на ветру. Из его видимых отверстий также вспыхнул белый свет, и было совершенно ясно, что он использует силу своей сущности. Лицо Хань Ли стало мрачным при виде этого, и он сразу приложил руку на макушку. Внезапно вспыхнул темно-серый свет и пронесся по воздуху. Невероятно тяжелые голубые полупрозрачные камни в верхней части сразу же стали почти полностью невесомыми, что заставило их вернуться к своей прежней песчаной форме. Серый свет стал быстро распространялся, полностью захватывая все песчинки в воздухе. От такого поворота событий в лице изменился не только противник Хань Ли, даже на лице обычно безэмоционального культиватора в золотой броне появились следы удивления. Было совершенно ясно, что эссенция божественного света Хань Ли заинтересовала даже культиватора стадии пространственного закаливания. Что это за способность? Почему она может вырвать мой голубой кристаллический песок? Спросил мужчина со злобным выражением лица. Думаешь, я скажу тебе? Хань Ли усмехнулся с беззаботным выражением лица. В его глазах этот человек действовал так дерзко, потому что его база культивации намного превосходила базу Хань Ли. Тем не менее, Хань Ли не знал, кем был этот человек, и у него, похоже, тоже был мастер стадии пространственного закаливания. Таким образом, он был довольно осторожен в своем подходе и пока не собирался убивать этого человека. В противном случае он уже нанес бы ответный удар с неослабевающей бурей атак, не давая его противнику возможности даже отдышаться. Конечно, это было также признаком крайней уверенности Хань Ли в его нынешнем наборе способностей. С эссенцией божественного света, формацией золотых мечей и поглотившим небесное пламя духом он совершенно никого не боялся, даже если бы столкнулся с культиватором поздней стадии божественной трансформации. На его лице появилось нерешительное выражение. Способности Хань Ли были намного сильнее, чем он ожидал, но поражение для него было непозволительной роскошью. Таким образом, он наконец принял решение и одновременно перевернул обе руки одновременно. С одной стороны, появился желтый медный талисман размером с ладонь, вокруг которого кружился белый туман, из-за которого было невозможно определить его настоящий вид. С другой стороны, появился серебряный талисман, поверхность которого была заполнена скошенными серебряными рунами. Глядя на это, Хань Ли сразу же активировал свое искусство владения мечом.
Золотые цветы лотоса, кружившиеся над его головой, внезапно приблизились к центру, образовав очень массивный золотой цветок лотоса диаметром более 100 футов, и гигантский цветок обрушился на противника по приказу Хань Ли. В этот момент мутный серый свет окутал Хань Ли, создав вокруг него серый световой барьер в виде безопасного кокона. В этот момент противник Хань Ли сразу же поднял обе руки, и медный талисман сразу же завис в воздухе. В то же время на талисмане вспыхнул ярко-белый свет, и изнутри появилась проекция, начавшая быстро расширяться. Вскоре появился полуголый гигант с ростом около 20 футов. У гиганта не было оружия, но его кожа была как полупрозрачный зеленый нефрит, а в глазах мерцал духовный свет. Это была человекоподобная марионетка. Тем временем серебряный талисман взорвался в клубок серебряного тумана размером примерно с фут. Серебряный туман материализовался в гигантского черного волка с парой зловещих зеленых глаз, пристально сосредоточенных на Хань Ли. После вызова этих двух существ противник Хань Ли все еще не был доволен. Он глубоко вздохнул, и его лицо внезапно стало багровым, как кровь. Он положил руку на макушку своей головы, и во вспышке синего света над ним появилась его зарождающаяся душа, держащая черный колокол размером примерно в дюйм. Это колокол 1000 душ. Неужели эксцентрик Мин совсем выжил из ума? Как он мог одолжить такое важное сокровище своим ученикам? Культиватор, одетый в доспехи за пределами светового барьера, не проявил никакой реакции ни на марионетку, ни на гигантского черного волка, но его брови нахмурились, и выражение его лица сразу же стало мрачным при появлении колокола в руках синей зарождающейся души. Старший. Это сокровище, которое я позаимствовал у своего мастера, я не нарушаю никаких правил, верно? Синяя зарождающаяся душа рассмеялась, проговорив это инфантильным голосом. Конечно, нет. Однако колокол 1000 душ — чрезвычайно мощное сокровище, и ты едва сможешь использовать его с помощью секретной техники. Даже если ты выйдешь на первое место в этой битве, ты получишь серьезные травмы за принудительное использование силы сверх твоих возможностей. Ты уверен, что хотите сделать это ради какого-то участка духовной земли? Холодным голосом спросил культиватор в доспехах. Спасибо за ваши предостерегающие слова, старший, но я, естественно, долго и усердно думал, прежде чем принять это решение, ответила зарождающаяся душа. Массивный золотой цветок лотоса практически настиг его, и он сразу же подбросил черный колокольчик в своих руках в ответ на это. В то же время зеленая марионетка начала стремительно приближаться к Хань Ли, расширяясь с каждым последующим шагом. Достигнув половины расстояния между Хань Ли и его противником, она уже увеличилась в 2 с лишним раза по сравнению с первоначальным размером. Тем временем гигантский черный волк качнулся и исчез на месте во взрыве черного тумана. Глава 1324. Мощь воина-усовершенствователя тела. Колокол со звоном был подброшен в воздух. Хань Ли внезапно был поражен ощущением, что в его духовном сознании разразился мощный гул, и все его тело содрогнулось, как будто его ударило током, и он едва не упал с неба. Хань Ли был естественно шокирован этим, и его техника великого развития активировалась сама по себе, послав поток прохлады, циркулирующий в его разуме. Его лицо значительно побледнело, но его тело, наконец, пришло в норму. Это тоже духовное сокровище. Нет такого способа, которым обычное сокровище могло бы обладать такой силой. Настороженность мелькнула в сердце Хань Ли, и он рефлекторно среагировал. Сделав печать заклинания, его духовное чутье рассеяло технику, вернув ее к своему противнику. Между тем, противник Хань Ли был еще более потрясен, глядя, как Хань Ли так легко восстанавливается после воздействия колокола 1000 душ. Несмотря на то, что эта атака не была самой мощной способностью колокола, противникам с меньшей базой культивации было очень трудно противостоять такой атаке. Стиснув зубы, он влили в колокол больше магической силы, и в его духовном чутье внезапно разразилась сильная боль, словно острый шип пронзил его мозг. К сожалению для него, его духовное чутье было не таким сильным, как у Хань Ли. Таким образом, он был очень восприимчив к атаке духовного оглушения Хань Ли, заставляя его взвыть от боли и схватиться руками за голову, в то время как его тело полностью свернулось в шар. Его зарождающаяся душа также мгновенно исчезла в его теле. В одно мгновение он потерял контроль над колоколом 1000 душ в воздухе. При виде этого в глазах Хань Ли вспыхнул холодный свет, и он, полностью игнорируя приближающуюся гигантскую марионетку, указал пальцем на массивный золотой цветок лотоса вдалеке. Массивный цветок лотоса сразу же быстро развернулся и рухнул сверху, заключив черный колокол во вспышку золотого света. Когда золотой цветок лотоса окутал колокол 1000 душ, зеленая марионетка, раздувшись до размеров 70 футов, подняла огромный кулак и яростно атаковала Хань Ли. С грохотом огромный кулак врезался в небесный котел. Однако котел сильно дрогнул и уменьшился до половины своего размера. Эта марионетка обладала необычайной силой,
Между тем из массивного золотого цветка лотоса послышался жуткий вой. В центре цветка золотого лотоса появился гигантский колокольчик размером около 10 футов, отразивший все острые золотые лепестки цветка. В то же время из черного колокольчика появились пучки черных нитей, которые стали обвивать золотой цветок лотоса, принудительно замедляя его вращение. Хань Ли был сбит этим с толку этим, но как только он собирался добавить больше энергии в свое сокровище, позади него, как призрак, появился гигантский черный волк и набросился на него. Его когти без проблем смогли пробить серый барьер эссенции божественного света Хань Ли. Эссенция божественного света действительно была мощной, но его силы не были применимы к существованию вне мира 5 элементальных сил. Когда гигантский волк решил, что его скрытная атака удалась, 2 мерцающих золотых кулака внезапно обрушились на его передние лапы. С грохотом обе его передние лапы были полностью раздроблены парой золотых кулаков. Волк взвыл от муки, и его тело было отброшено огромной силой от столкновения. В этот момент Хань Ли наконец повернулся к нему лицом. Все его тело переливалось золотым светом, создавая впечатление, словно он божественное божество, выкованное из золота. При виде отступившего черного волка Хань Ли с холодным выражением лица взлетел в воздух. Оставляя за собой серию остаточных изображений, Хань Ли мгновенно появился над головой волка. Восстановив свою магическую силу, Хань Ли смог использовать свои шаги танцующей дымки в воздухе. Несмотря на то, что эта техника не давала ему такой скорости, как грозовые крылья и трансформация 9 ветров, при ее использовании в сочетании с безумно мощным телом Хань Ли, она была очень эффективной для передвижения на короткие расстояния. Как только Хань Ли появился над головой волка, тот инстинктивно выпустил из пасти шар черного света, направленный прямо на Хань Ли. Однако Хань Ли просто взмахнул золотой ладонью в воздухе, и черный шар света отлетел прочь, словно это была жалкая муха. В то же время он впрыснул магическую силу в глаза, после чего из его глаз мгновенно вспыхнул пронзительный синий свет, что позволило ему за доли секунды увидеть структуру тела всего волка. Сразу после этого тело Хань Ли качнулось, и он предстал перед животом волка совершенно бесстрастным образом. Его рука выпустила легкую молнию, схватившись за голову волка и одну из его задних ног соответственно, поймав волка словно в тиски, что полностью обездвижило его. Затем он взревел и силой раздвинул руки одним сильным движением. При нынешней непостижимой силе Хань Ли он мог с легкостью разорвать на части даже демонического зверя с элементом металла, не говоря уже о воплощении из талисмана. В результате огромная голова гигантского волка вырвалась из его тела одним махом. Как только волк был обезглавлен, из его тела вспыхнул блестящий черный свет, рассеиваясь в виде падающего черного тумана. Тем не менее, его голова все еще была жива и здорова, несмотря на то, что все еще была зажата в золотой хватке Хань Ли. Хань Ли холодно рассмеялся и взмахнул другой рукой, выпустив шар серебряного пламени. Огненный шар в мгновение превратился в огненного ворона, и тот резко метнулся к голове черного волка, издавая пронзительный птичий крик. Посреди вопля шока и ужаса серебряное пламя мгновенно поглотило голову волка, мгновенно превратив ее в шар черного тумана. Сразу после этого серебряное пламя полностью поглотило весь этот черный туман и снова приняло форму огненного ворона. Птица открыла клюв, выплюнув серебряный талисман прямо в руки Хань Ли. Этот талисман был тем самым, что его противник вызывал ранее, но мерцающий на его поверхности свет значительно потускнел, что указывало на то, что он израсходовал большую часть своей силы. Тем временем огненный ворон извергал изо рта серебряное пламя, возбужденно кружив вокруг Хань Ли. Затем Хань Ли повернулся к зеленой гигантской марионетке на расстоянии более 100 футов и внезапно появился над ее головой. Марионетку сдерживал котел, и она снова и снова врезалась в него кулаками. Котел был отброшен назад примерно на 10 футов и сжимался при каждом ударе, но в прошлом он смог противостоять атаке воплощения высшего демона, поэтому, конечно, сейчас это было для него легким испытанием. После каждого последующего удара он просто возвращался к исходному месту и снова расширялся до прежнего размера, повторяя процесс снова и снова. Судя по этому, у марионетки не было интеллекта, а противник Хань Ли все еще шатался от мучительной боли, причиняемой ему шипом духовного оглушения. Таким образом, он не мог манипулировать марионеткой, и та могла атаковать гигантский котел только грубой силой, поскольку не могла сама составить какие-либо превосходные стратегии. Хань Ли был не очень знаком с техниками марионеток мира духов, но техники марионеток в заветных писаниях Великого Развития, оставленные монархом расщепления души, были одними из лучших, которые можно найти в человеческом мире. Таким образом, несмотря на очевидную силу этой гигантской зеленой марионетки, Хань Ли смог сразу же выявить ее слабость благодаря своим духовным глазам. Он быстро убрал серебряный талисман в свою руку и шагнул вперед. Во вспышке золотого света он почти мгновенно появился позади массивной марионетки. С тела Хань Ли послышался треск, и он направил яростный удар в определенное место прямо под ребрами марионетки. Еще не коснувшись марионетки, его мерцающий золотой кулак выпустил невероятно мощный поток ветра, угрожающий разорвать пространство. С оглушительным грохотом прямо под ребра марионетки приземлился огромный кулак, оставив на нее вмятину в несколько дюймов.
Она была сбит с ног огромной силой удара Хань Ли и рухнула на землю. Однако Хань Ли не стал ослаблять давление и снова обрушил удар кулаков в то же место на теле марионетки. В мгновение эко он пробил дыру в теле марионетки. В следующее мгновение Хань Ли убрал кулаки и выпустил прямо в дыру в теле марионетки золотую дугу молнии. Изнутри тела марионетки разразилась серия взрывов, после чего она начала резко сокращаться в размерах, сверкая ярко-зеленым светом. В мгновение эко она сократилась до размера около фута, а затем неподвижно упала на землю. Казалось, что для победы над черным волком и зеленой марионеткой была предпринята сложная серия действий, но на самом деле Хань Ли для этого понадобилось всего лишь несколько вздохов. В этот момент его противник, наконец, оправился от воздействия шипа духовного оглушения, как раз вовремя, чтобы засвидетельствовать, как Хань Ли уничтожает его марионетку, сверкая золотым светом, излучаемым из его тела. Полное овладение искусством ваджры. Ты также высокоранговый воин-усовершенствователь тела. Не веря своим глазам, закричал культиватор. Культиватор, одетый в доспехи за пределами светового барьера, ничего не сказал, но он также был явно удивлен увиденным. Хань Ли повернулся к своему оппоненту со спокойным выражением лица и спросил: «Ты все еще хочешь продолжать, господин Дасист Вэнь?» Выражение лица мужчины сразу же стало мрачным от услышанного. «Твои способности действительно намного превосходят мои ожидания, но ты действительно думаешь, что уже победил меня? Даже если мне придется пожертвовать плодами более чем столетней усердной культивации, я покажу тебе всю мощь колокола тысячи душ». Противник Хань Ли впал в ярость, глядя на то, как черный колокол сражался с гигантским золотым цветком лотоса. Затем он начал что-то петь, и над его головой во вспышке синего света снова появилась его зарождающаяся душа. Зарождающаяся душа с серьезным выражением на лице сделала печать заклинания одной рукой, а другой взмахнула в воздухе. Пока зарождающаяся душа повторяла непонятное заклинание, перед ней появился столб синего света, вырвавшись вперед и метко попав в черный колокол. Черный колокол вздрогнул и мгновенно поглотил столб синего света. Воспользовавшись этой возможностью, мужчина издалека указал пальцем на черный колокол, и тот издал пронзительный звон. Внезапно внутри светового барьера вспыхнула вспышка сильных пространственных колебаний, после чего в воздухе появился тонкий воздушный разрыв, не предвещая ничего хорошего. Глава 1325. Получение духовной земли. С появлением черного разлома зарождающаяся душа быстро щелкнула пальцами в направлении черного колокольчика. С каждым последующим движением его пальцев лицо человека становилось все бледнее и бледнее, в то время как черная трещина над его головой постепенно расширяется. Спустя несколько звонов колокола черный разлом уже образовал полукруглое отверстие, внутри которого кружились ветры черной иньской ци. Никто не мог разглядеть то, что скрывалось в разломе. Изнутри внезапно раздался чрезвычайно тревожный треск. Хань Ли невольно прищурился при виде этого и выпустил яркий золотой свет. В то же время он выпустил больше света божественной эссенции, чтобы защитить себя. Он не смел быть небрежным перед лицом духовного сокровища. В этот момент произошла своеобразная последовательность событий. Вокруг Хань Ли внезапно появились тонкие черные нити, которые начали медленно кружили вокруг него, но не выражали никакого желания атаковать. Хань Ли слегка замялся от этого, не понимая, что это за техника. Черные нити внезапно преобразовались в формацию черного света, которая захватил Хань Ли прямо в его центре. Дерьмо. Сердце Хань Ли дрогнуло от шока, и он в выступлении швырнул в формацию вокруг него свой свет божественной эссенции. Однако было уже слишком поздно. Черный свет вспыхнул из формации, и после приступа головокружения Хань Ли исчез на месте вместе со своим гигантским котлом и золотым цветком лотоса. В следующее мгновение он очутился в своеобразном пространстве, наткнулся усеянное черными тенями, кружившие над ним с тревоженными призрачными криками. Он был насильно телепортирован в этот черный разлом. Хань Ли сначала запнулся от увиденного, но по какой-то причине на его лице появилась улыбка. В то же самое время зарождающаяся душа его противника за пределами разлома поспешно начала высвобождать силу черного колокола. Под звуки колокола черный пространственный разлом стал медленно затягиваться, превращаясь в тонкую черную линию длиной более 100 футов, парящую в воздухе. Затем зарождающаяся душа вспыхнула и мгновенно вернулась в его. Затем противник Хань Ли открыл глаза, и на его лице появилась зловещая улыбка. Этот черный разлом был независимым пространством, открытым колоколом тысячи душ. Хотя его название предполагало, что в колоколе было только 1000 душ, на самом деле количество иньских душ, содержащихся в сокровище, приближалось к 10 000. Все эти иньские души были душами чрезвычайно злых демонов, усовершенствованных с помощью особой секретной техники, гарантирующей, что они сохраняют практически всю силу, которую имели в жизни. Кроме того, главной душой внутри колокола была душа на средней стадии божественной трансформации, что при жизни являлась небесным духовным зверем.
Его мастер нашел его, когда тот достиг конца своей жизни, что позволило ему сделать его душу главной душой этого сокровища. С помощью других инских душ сила главной души могла быть увеличена примерно вдвое. Кроме того, существовало ограничение, которое насильно ослабляло силы всех существ внутри колокола, кроме инских душ, поэтому все культиваторы, похищенные в сокровище, оказывались в чрезвычайно неблагоприятном положении. Таким образом, даже культиватор на поздней стадии божественной трансформации, скорее всего, должен был там погибнуть. Культиватор в доспехах смотрел на тонкую черную линию в небе, и в его глазах промелькнул необычный свет, но он не предпринял никаких действий. Тем временем противник Ханьли сидел в воздухе со скрещенными ногами, ожидая, когда инские души в сокровищнице поглотят Ханьли, чтобы он мог закончить эту битву. Примерно через 5 минут черный колокольчик в небе внезапно задрожал. В то же время из него стали исходить хаотичные ореолы черного света, а изнутри вспыхивали вспышки своеобразных криков, создавая очень странное зрелище для созерцания. Противник Ханьли мог использовать сокровище, но не наладил с ним духовную связь, поэтому он понятия не имел, что происходит. Черный колокол внезапно выпустил громоподобный перезвон, после чего массивная проекция вокруг него резко распалась на пучки черной ци, которые в мгновение ока исчезли в колоколе тысячи душ. Невозможно. Главная душа была уничтожена. Человек наконец понял, что произошло, и на его лице появилось выражение шока и ужаса. В этот момент вспышка черного света внезапно пробила пространство над головой, создав черную дыру размером с кулак. Во вспышке духовного света сквозь дыру вырвался взрыв лазурного света, внутри которого можно было разглядеть человекоподобную фигуру. Будучи культиватором в стадии божественной трансформации, противник Ханьли, казалось, что-то обнаружил и поспешно повернул в этом направлении. Тем не менее, человекоподобная фигура исчезла во вспышке, а затем внезапно вновь появилась позади человека, оставляя после себя след остаточных изображений. С громоподобным ревом, от которого у культиватора зазвенело в ушах, и перед ним очутился золотой кулак. Арк. Человек был ошеломлен этим поворотом событий, и его тело внезапно раскололось, как зеркало, на 8 проекций, которые сразу же разлетелись в разные стороны. Тебе не удастся скрыться. Этой человекоподобной фигурой, естественно, был Ханьли. Холодно хмыкнув, он выпустил вереницу одинаковых ударов по всем убегающим проекциям одновременно, причем все они с безошибочной точностью ударяли по ним. Все проекции были побеждены и исчезли на месте, но за истинным телом человека появился маленький серебряный щит, заблокировавший удар золотого кулака. Однако серебряный щит смог задержать кулак всего на доли секунды и был насильно разрушен. Золотой кулак мгновенно ударил человека по спине, но как только он коснулся тела человека, на его коже внезапно появился слой лазурной брони. Кулак с гулким взрывом врезался в доспехи, сверкая золотым и лазурным светом. Лазурный свет сильно вздрогнул, и кулак опустился на несколько сантиметров в тело человека, заставив его взлететь в воздух с воплем агонии. Однако Ханьли не был удовлетворен исходом этой атаки. Его кулак был наделен огромной силой, но ему казалось, что он ударил стену перьев, и лишь небольшая часть этой силы фактически повлияла на тело его противника. В противном случае этого удара было бы достаточно, чтобы нанести серьезную рану. В тот момент, когда он был принудительно телепортирован в пространство инских душ, Ханьли наконец почувствовал намерение его противника убить его, поэтому он, естественно, не собирался сдерживать свои атаки. Несмотря на то, что он был удивлен тем фактом, что его удар, казалось, был заблокирован, он не позволил своему удивлению ни в малейшей степени замедлить его и мгновенно оказался над своим противником. Он взмахнул в воздухе одной рукой, в которой внезапно появился золотой длинный меч. Как раз, когда он собирался вонзить меч в тело своего противника, тот внезапно закричал в отчаянии. «Стой! Я уступаю!» Услышав это, губы Ханьли дернулись, но он, полностью игнорируя эту просьбу о пощаде, без колебаний опустил меч. С безумной остротой своего лазурного бамбукового облачного меча он определенно сможет разрезать тело человека пополам, несмотря на его лазурную броню. Поблизости внезапно колыхнулось пространство, и вылетела полоска желтого света, охватив противника Ханьли и заставив его исчезнуть на месте. Таким образом, меч Ханьли ударил в пустой воздух. Ханьли слегка изменился в лице и повернулся в определенное направление. Там, на расстоянии более 200 футов, внезапно вспыхнул шар желтого света, после чего изнутри появились две человекоподобные фигуры. Это были надзиратель поединка в доспехах и противник Ханьли. Первый, как обычно, оставался бесстрастным, но лицо последнего было смертельно бледным, а его костюм из лазурной брони был запятнан кровью, и он с сердитым выражением на лице и обидой в глазах смотрел на Ханьли. Похоже, что, несмотря на то, что удар Ханьли был значительно заблокирован лазурными доспехами, его противник все еще пострадал от внутренних повреждений, вплоть до того, что он выблевал глоток крови. На задней части его доспехов красовалась вмятина от удара кулака.
Хань Ли бесстрастно взглянул на своего противника, убрал свой меч и обратился к надзирателю поединка. «Спасибо, что вмешались, старший. Я бы не смог вовремя остановить свою атаку и чуть не ранил господина Даосиста Вэня». С серьезным выражением на лице сказал Хань Ли. Услышав это, его противник чуть не выблевал еще один глоток крови. Не смог бы вовремя остановить свою атаку. Он явно совсем не собирался останавливаться. Он хотел убить его. В глазах надзирателя в доспехах мелькнуло своеобразное выражение, после чего на его лице появилась легкая улыбка. Легко потерять контроль в разгар битвы, так что я понимаю. В этой битве за духовную землю господин Даосист Ван проиграл, поэтому господин Даосист Хань, естественно, стал победителем и может забрать себе эту духовную землю. У кого-нибудь из вас есть возражения? Услышав это, Хань Ли улыбнулся. Он, естественно, не собирался выдвигать никаких возражений. На лице его противника было возмущенное выражение лица, и он несколько раз открыл рот, но в конце концов ничего не сказал. Поскольку ни один из них ничего не сказал, одетый в броню культиватор кивнул, а затем протянул руку к Хань Ли. «Передай свой темный лазурный медальон». Услышав это, Хань Ли сразу же перевернул ладонь, вызвав лазурный нефритовый медальон, бросил его культиватору в доспехах. Последний поймал нефритовый медальон и поднес его к зеленому кристаллу размером с большой палец в другой руке, который он приготовил заранее. Маленький камень сразу же исчез в нефритовом медальоне, как только они соприкоснулись друг с другом. Хорошо, координаты духовной земли введены в твой темный лазурный медальон. Если ты не решишь добровольно отказаться от этого участка духовной земли, ты не сможешь участвовать в битве за духовную землю, которая проводится раз в столетие. Вы двое можете уйти, скоро начнется следующий поединок. Культиватор в броне вернул нефритовый медальон Хань Ли, а затем махнул рукой им обоим. В этот момент в белом световом барьере вокруг них уже появилось отверстие. Хань Ли ничего не сказал, а только сжал кулак в знак прощания надзирателю в доспехах, а затем исчез вдали, влетев в это отверстие в виде полоски лазурного света. Его противник с грозным выражением на лице также улетел с места встречи. Однако он остановился рядом и сердито посмотрел в направление, в котором ушел Хань Ли, прежде чем улететь в противоположном направлении. Несмотря на то, что он получил внутренние травмы во время этой недавно завершившейся битвы, он все еще летел очень быстро. Через некоторое время он появился высоко в воздухе над незнакомым местом и внезапно остановился. «Почему твоя аура так хаотична? Ты был ранен в битве за духовную землю». Раздался знакомый холодный голос, после чего в воздухе вспыхнул лазурный свет. Это был миниатюрный зеленый змей, который смотрел на человека с холодным выражением на лице.